Всем доброго дня. Ну что, посидим на природе, полюбуемся алтайскими красотами. Вот смотрите, как красиво солнышко заходит за гору. Вчера у меня был прямой эфир, и мы там затронули одну очень важную тему. Тему зависимости от Димаша. Тему о том, почему нам хочется его слушать снова и снова. И я во вчерашнем эфире не смог до конца точно изложить ход своих мыслей, не до конца ясно вам их донес, и поэтому хочу в отдельном видео это зафиксировать. Итак, Димаш нам дает мощнейшую энергию, он дает нам чистую любовь, а мы с вами, живя на этой планете, как на пустыне, где любви все меньше и меньше, просто изголодались на самом деле по этой энергии, как по воде. И в этой пустыне любви все меньше и меньше. И наши души стали черстветь, наши души стали высыхать. И, конечно, когда пришел он, Димаш, предшественник эпохи Водолея, он не просто дал нам глоток воды, он нам дает столько, сколько мы можем в себя вместить, сколько наша изможденная душа, обезвоженная душа, как губка впитывает эту любовь. Именно поэтому нам хочется его слышать снова и снова. И в этом абсолютно нет ничего плохого. Это здорово, то, что ваша душа открылась, и вы принимаете от него эту энергию, а он делится с абсолютно всеми людьми на этой планете совершенно бескорыстно. И, конечно, у него мощнейший поток идет, который он транслирует через нас. Так вот, то есть почему эта зависимость, я объяснил. А теперь очень важный момент, что же нам с этим делать. То есть когда мы с вами живем этой нашей обычной жизнью, со своими проблемами, хлопотами. Да, мы послушали песню Димаша, мы зарядились, нам хорошо, и мы идем опять погружаться в эту пучину этой жизни, ничего в ней не меняя, и не меняя пространство вокруг себя. У нас батарейки садятся, что мы делаем? Опять идем слушать Димаша, и Димаш опять нас с вами наполняет этот сосуд. Так вот, какой мой посыл? Не будьте последней лампочкой в этой гирлянде. Потому что если вы замкнете этот круг, то будет, я произнес это слово в прямом эфире вчера, но многим не понравилось, то есть энергетический вампиризм. То есть если вы зациклитесь «я, Димаш, Димаш, я», и будете просто постоянно подпитываться от него энергией, ребята, это называется энергетический вампиризм, как бы вам это ни нравилось. Так вот, как этого избежать? И как не просто брать энергию от Димаша, а как еще ему помогать? Так вот, вы не должны быть крайней лампочкой в этой гирлянде, которая идет от Димаша. Транслируйте эту любовь дальше, транслируйте ее к людям, транслируйте ее ко всему этому миру. И поверьте мне, весь этот мир ответит вам. И этот мир способен дать вам намного больше, чем Димаш. Хотя Димаш на самом деле величина космического масштаба. Но тем не менее, и когда вы начнете транслировать эту энергию любви, когда у вас зациркулируют оба канала, когда зажгется еще много лампочек благодаря вам, поверьте мне, вы уже не просто будете питаться от Димаша, вы ему будете помогать, вы его будете насыщать энергией в том числе, а ему она ой как нужна, поверьте мне. Кормить энергией миллионы людей, это дорогого стоит, и это очень тяжело на самом деле, поэтому давайте будем не просто брать от него энергию, но давайте будем ему помогать и в том числе давать ему эту энергию. Вот снежок опять окропил. Вот, в принципе, главный мой посыл, который я не смог донести вчера, о котором я говорю. И еще один важный момент, что на самом деле Димаш-то не говорит нам «любите меня и любите мою музыку». Он нам всем своим примером говорит, что надо любить весь этот мир. Он просто через музыку нам это доносит. И если вы зацикливаетесь только на его песнях и на любви к нему, как музыканту,
то это опять приведет к энергетическому вампиризму. Поэтому давайте будем его слушать и выполнять его посыл, любовь к этому миру. И тогда мир начнет меняться. Ну вот, собственно, и все, что хотел сказать. Всех обнимаю, всех люблю. До новых встреч!